Assalamu alaikum Leyla apa. Aleyküm selam. Sen nasılsın? Sen misiniz? Мы с Лилей Апой уже познакомились. Она один из старших поваров знаменитого казанского ресторана, который называется «Татарская усадьба». Вам видно, как название, да? Лиля Апа, я очень люблю приходить в ваш ресторан, потому что меня здесь всегда угощают очень вкусным чаем. И не просто чай, а целый чайный стол накрывают. Давайте сегодня что-нибудь к чаю приготовим. Именно для вас я приготовлю яблочный пирог. Татарский? Татарский наш яблочный пирог. Если татарский, тогда нам это Знаменитый. подходит. С чего начнем? Мы сначала начнем с теста. Бисмилlah. Ставим тесто. Для приготовления теста надо будет нам взять 100 грамм сливочного масла. Это 100 грамм? Вы посмотрите, нет, вы посмотрите, значит, вот на это говорят в Татарстане 100 грамм. Если в Москве взвешивали, они бы сказали бы это 200. Нет, здесь 200 нету. Нету 200? Нет. Молодец. У нас же в народе говорят, кашу маслом не испортишь. Хорошо. Это еще тоже Следующее что? Следующий компонент у нас идет сметана, О, каймак. вот это по мне, это мне по душе. Раз, два, 3 столовые ложки. Так, Затем идет 2 штуки яиц. это хорошо. Лиля Апа, один вопрос задам, не обижайтесь. Сколько лет поваром работаете? Ну, лет 30 есть уже. Да вы что? Да. Я всю жизнь стремилась стать поваром. Но почему-то жизнь по-другому как-то. Это у вас что, разрыхлитель? Разрыхлитель. Ну, насыпайте. Будем говорить, а вы насыпаете. Пакетик разрыхлителя. Не совсем ну, пакетик. Меньше чуть пакетик? Щепоточку соли. Щепоточку соли. А сахара сколько насыпите? Мне интересно. 100 грамм. Сахара. Руки как весы. Да. 2 раза взяла 100 грамм, 3 раза возьмет, будет 150. А как получилось, что вы стали работать поваром? Вы же не с самого начала, не после Я школы. с детства любила печь так вот из глины делали мы. Как понять? Пирожки. Из Как- глины делали пирожки на А, улице. То есть На вы улице. еще совсем маленькая Да, девочка были, да. вам продукты настоящие не Да. давали. Вы брали глину и лепили из Да, этой глины. да. Мальчики делали пистолет, а мы вот делали такие вот маленькие чашки лепили. Ну, кому маленькие. что пригодится в да, жизни, да. Да. Замешали тесто. Я вот Теперь это сфотографирую, одну секундочку, потому что мы же это не просто так с вами готовим. Мы с вами должны сделать очень хорошие фотографии для будущей книги о татарской кухне. Насыпайте муку. Сколько? Сколько муки вы насыпаете? Полкило надо мне. Вот этого мне достаточно. Значит, еще раз. 100 грамм сахара, Да. 100 грамм сливочного масла, 100 грамм сметаны было. 3 ложки, наверное, и Ну, поболее. примерно 100 грамм. Очень удобный пирог. Потому что все по 100 грамм. 3 раза по 100 грамм, и вот тебе пирог готов. Только муки надо брать полкило. Однако полкило тоже хорошая цифра. Да. Очень простое тесто. Масло. Масло надо брать мягкое, размягченное, Да, которое при постояло комнатной возле печки. температуре. Да? Еще не потекло, но вот уже совсем мягкое. Это вот на Чуть-чуть подпыл надо, да? берем. Это на подпыл. Хорошо, ладно. Посмотрите, многие боятся работать с тестом. Лиля Апа, раз-два я не успел оглянуться, у нее уже тесто почти что готовое. Это тесто можно отнести к песочному тесту. Да. Да? Оно такое получится немножечко хрустящее. же, Да, да, да. Именно такое. Потому что масло и любые жиры, если растительное масло нальете или животный жир растопите, добавите в тесто, любые жиры предотвращают развитие длинных цепочек клейковины. Понимаете, любая мука содержит клейковину. И вообще-то говоря, чем больше клейковины в муке, тем лучше считается мука.
Да, Но и вот изделие тем лучше будет. Да. Но жиры предотвращают, не делают тесто тягучим, а делают такое тесто хрустящим. А если сметану не добавили бы, То оно было бы совсем хрустящее. Иначе мы не сможем его на сковороду даже поставить. Она будет сразу рваться. У него как называется? консистенция. Консистенция меняется. Я тоже всегда забываю это слово. А вот теперь не вспомнили. Мы не русские, нам можно. Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что жили в своем доме. Это было село? Нет, здесь вот на Татарской Слободе, Казанская. То есть вы прям такая казанская Да, девушка. татарочка. Коренная. Ну, тоже татарочка, это можно не рассказывать, по глазам видно. Скажите, пожалуйста, тесто сейчас мы помесим. А что пойдет в начинку, кроме яблок? Кроме яблок, любые фрукты. Вишня, брусника, Правда? да, костяника, земляника, любые ягоды. Любые, с какими Хорошо. хотите. Давайте не будем забегать вперед. Лучше посмотрим, как Лиля-апа обойдется с яблоками. Теперь берем, немножко дали отдохнуть тесто. Мы его сейчас берем, начинаем раскатывать. Знаете, я очень люблю яблочные пироги. Вот в детстве все время просил у мамы, чтобы она приготовила мне шарлотку. Вот у Она меня муж говорит, очень да. любит шарлотку. Ой, Она говорит, хочешь шарлотку, бери 4 яйца и взбивай белок. И вот я сидел, взбивал белок. А потом один раз я поехал в Париж. И там попробовал французский яблочный торт, который называется тарт татен. Перевернутый торт. Ох, сколько я мучился, пока я приготовил такой пирог. Но сейчас у нас получается лучше, чем во Франции. И я хотел бы у вас спросить. я во Франции тоже была. Молодец. Я хотел другое спросить. Теперь мне надо разузнать секреты татарского пирога. Секреты Французы мне татарского пирога. секреты свои не рассказывали, мы сами ковырялись там, искали. Вот у нас мы сейчас берем сковородочку, Так, смазываем растительным маслом. это первый секрет. Да, Давайте дальше мы говорим только про секреты татарской кухни, больше ни про что. Смазать сковородку растительным маслом. да. Это первый секрет. И обратите внимание, что тесто раскатано диаметром несколько больше, чем сковородка. Скорее всего, для этого необходим опыт. Но ничего страшного. Значит, берите линейку, измеряйте сковородку и измеряйте круг теста, который вы раскатываете. Ничего страшного в этом нету. И кроме того, вот тесто уже здесь, находясь в сковородке, оно спокойно тянется. Сколько надо, столько растянули. это всё, что подогнали вот по размеру сковородки. из-за сметаны. Сметана, между прочим. Сметана. Иначе бы она вся порвалась бы уже. Сметана дает некоторую мягкость. тесту. Эластичность. Эластичность. Очень хорошее, правильное слово. Пожалуйста, третий секрет татарской кухни. Сметана придает тесту эластичность. Обязательно. Теперь что? Вот тесто раскатано. Я хочу показать, что я хочу дать понять, что, посмотрите, ребята, здесь вот эти углы обязательно надо вот так вот продавить пальцами. Понимаете? Чтобы здесь не было покатости. Чтобы там между сковородкой и тестом не осталось воздушного пузыря. Да. Я правильно говорю? Именно. Четвертый так. секрет татарской кухни. Именно так. Теперь еще секрет один. Мы это не каждому говорим, конечно. Вот снизу слегка вот так вот мукой обсыпаем. Хотите, я скажу для чего? А вы скажете, правильно я сказал или неправильно? Хотите? Да. Яблоки сок будут давать. Прекрасно. Все правда. И этот сок возьмет эта мука. А если не положить эту муку, яблочный сок тесто сделает жидким. И, Порвется. Да, продырявится. Порвется. Вот. И на один пирог берем 700 грамм яблоки. И эту начинку теперь кладем на сковородочку.
А вот то, что яблоки чуть потемнели, ничего? Ничего страшного. Обычно его, чтобы не потемнело, так делают лимонным соком, заливают чуть-чуть, чтобы цвет Ну, сохранить. вспрыснуть, ага, да. Ну, Ну, в я- любом случае, сейчас эти яблоки будут печься внутри пирога. Вот именно. И они все Поэтому- равно станут красноватыми, Да, темными. Да, да. Точно так же, как вот варите из Всё этих яблок правда, повидло. всё Какое правда, оно будет? именно Оно будет правда. красного цвета. Вот они уже красные стали. То есть Это говорит о том, что не всякое яблоко, если не чернеет, это уже не яблоко. Железа нет в них. А здесь железо выпирает. Как приятно поговорить с умной женщиной. А? Как приятно. Теперь берем сахарный песок. Так же, как я вам говорила, опять 100. 100 граммов. Все по 100. Обсыпаем. Хотите, я скажу, что дальше будет? Наверное, вы сливочное масло положите. Да, точно. Что за татарка, если она сливочное масло не положит? Да. В Я кулинарии вот делаю. существует понятие конвергентности. Когда люди в разных странах, никогда не видевшие друг друга, но имеющие одинаковые продукты под рукой, приходят к одним и тем же решениям. Тарт-татен, о котором я рассказывал вам, вот французский тарт-татен, готовится примерно так же. Там яблоки, сахар и сливочное масло соединяются. Сливочное масло и сахар образуют карамель. Там чуть сложнее готовить. Татары готовят проще, но не менее вкусно. Смотрите и учитесь. Между делом вы уже узнали 7-й секрет татарской кухни. Лилия, а 8-й какой будет? 8-й? Сейчас я вам скажу. Это будет вот во время закрывания пирога. Мы будем теперь закрывать А его. что там пирог закрыть? Вот так вот тесто положила сверху, вот так вот можно Песочное чуть тесто, защипало оно и все. очень трудно А? закрывать, Чё трудного? трудно его, да. Его можно по-разному закрывать. Что может не получиться у человека, который, первый раз взялся готовить? Не то, чтобы он не умеет, просто вот учится еще готовить. Какие вот у него... Порвется и потечет. Не потечет. Да. Мы же уже научились, что муку надо Но это же подсыпать. внизу только мука. А здесь Так, а сверху что, тоже может порваться? порваться может. Зачем? Ну, песок растворяется, масло сливочное растворяется, жижа получается. Вот. Можно его два вида закрывать. Можно поверх теста закрыть, а можно вот сюда только закрыть и вот так вот его забрасывать. Сделайте только вот так, таким как образом. вы любите. Я люблю, когда декором делаем мы. А вы не хотите помочь мне? Я хочу помочь вам, буду фотографировать, как вы делаете, ладно? Да? Вот теперь защипываем пирог. Вот, наверное, этому я никогда не научусь, как татарские мастерицы защипывают пирог. Но сначала все очень просто. Посмотрите, я покажу, как получается. Подождите, одну секунду. Лиляпа. Одну секунду. О, красота. Защипываем. И дальше. То есть очень просто. Два куска теста друг к другу просто пальцами прилепили. Но если вы думаете, что это все, Ошибаетесь. Нет, не все. татарская выпечка отличается не только замечательным вкусом, не только замечательной такой сытностью. Знаете, такой выпечка честная. Ты покушал, и ты потом сытый. А бывает, что такая выпечка, чтобы калорий было меньше, покушал, через полчаса человек бежит к холодильнику. Что там еще есть? Нет. Татарская Вот выпечка теперь сытная. повторно контрольную зажимаем, То есть второй раз проходит. защипываем, да. Первый раз мы его только соединяем еще. Второй раз уже посильнее защипываем, чтобы... Вы защипываете самый верхний край, теперь я вижу, да? Да. Самый верхний край, чтобы он стал еще тоньше чуть-чуть, да? Да. На первоначальный этот, чтобы как один пласт был, а сейчас они два пласта должны соединяться как один пласт. Выглядеть. Далее вот берем вот так, чтобы удобно декорировать его. Берем и вот так вот
Ну, как Качпачма, как все Да, зорбалиши. да, да. Это, ну, у вас красивее получается. У меня так не получится никогда. У вас такая красивая косичка получается. Слушайте, Лиля, Его, знаете, очень легко масло делать. было белое, сметана была белая, мука была белая. Почему у вас тесто желтое, как ваш вот костюм? Яйца желтые, потому что эти желтки. Яйца желтые над городом кружатся. Музыку любите? Люблю. А татарские песни знаете? Очень. Очень люблю татарские. Какие? Ой, много их. Какую песню мне споете? Вот когда женщина сажает пирог или хлеб в печку, я так думаю, женщина чуть-чуть петь должна. Да? Да. А я бисмилла читаю. Это тоже хорошо. Да. Это Чтобы нам у меня тоже подходит. все нормально, чтобы получилось, я читаю. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил галамин, ар-рахмани рахим, малики яумиддин, ияка нагбуду ва ияка настагин, издина сиратал мустақим, сиратал лазина анғамта галайхим, гайрил магдуби галайхим. Далин, амин. Аминь. Вот. Итак, Спасибо. мы сейчас можем вилками проткнуть немножко. Можно, конечно, вот такими рисунками делать, надо вилками, можно. Ой, ой, как просто! Ой, как просто! Да. Ой. Это самый мой любимый декор, вот. Я люблю его. Ничего У трудного нас, нет. у азербайджанцев, я же азербайджанец по национальности, Угу. есть шакяр-чурек. И ну, делается как небольшой такой пирожок, как вареник, начиненный орехами, там, сахаром, да. И для того, чтобы сделать на нем такие узоры, специальные щипчики покупают. Я никогда не думал, что можно взять двумя вилками сделать практически то же самое. Вот клянусь, сколько лет я занимаюсь кулинарией. Век живи, век учись. Да. Я 20 лет ничего не делаю, только кулинарные книги пишу. 15 лет на телевидении. Вот такой первый раз увидел. Очень красиво. Спасибо вам большое. Это секрет был, ребята, и для меня секрет. И знаете, вот Для если всех ты из вас. прожил день и ничего нового не узнал, значит, прожил его зря. А мы сегодня с вами узнали уже 9 секретов татарской кухни. Все Вот наш благодаря Лиле Ханум. Пирог. Вот Может, здесь вот зачем такой немножко большой? дырку делаем, чтобы... А пальцем надо было. Нет, Почему нет? пальцем не делается надо. Вот. У меня губы накрашены. А то бы. У вас не накрашено. Вот сюда вот губой дотронуться надо, и воздух всасывать надо. Вот это уже 10-й секрет. Воздух всасывать в себя надо. И он такой вот, хорошо. такой вот Хорошо, весь у вас сдутый губы получится. накрашены, но я буду представлять, как будто здесь ваши губы. Давайте. Хорошо. Шучу, конечно. Вы же замужем? Конечно. Нельзя такие было вещи 50 лет уже у нас будет скоро, 14 марта. Дожить надо еще. Да ладно, сказки рассказывайте, Да. вы еще молодая. В себя. Нет, еще. Вкусно. Вкусно. Вот они должны вот эти всосаться туда. Ладно, пусть так и будет. Прикалывается она надо мной, что ли? Куда я попала? Вот так, Вот ребята. сюда уже, раз у нас есть тут С рисунок, татарскими женщинами будьте аккуратнее. Она крошка тебя сюда, подведет под монастырь. крошка сюда не посыпается, когда делается. Или бубадья делаем, так туда она посыпается. Другие пироги тоже крошка делается, а сюда она не делается. Я немножко убыстрил процесс. Ладно, пока никто не снимает, скажите, пожалуйста, что рассмеялись? Что, я неправильно сделал? Конечно, неправильно. А что? Но тут же они вот вас не раздулись. Она же должна вот так вот, живот убираешь ведь, пустой остается. Вот так же они должны вниз уйти. Присосаться должны туда вниз. Воздух должен высасывать. Я буду тренироваться.
Так что наш пирог мы можем посадить. Бисмилля. Бисмилляхи рахмани рахим. Вот она здесь будет стоять пока. Лилята, слушайте, ну уже пахнет невероятно вкусно. Сколько можно мучить меня? Давайте достаньте, Всё. попробуем, а? Давайте достанем. О, о. И этот О. пирог. Слушайте, Всем пирогам пирог. а хорошо, я его поцеловал. Ничего не Да. надулся. Вот. Теперь Какое украшение сверху? сахарной Розочки. пудрой обсыпаем. всё? Сахарной пудрой, да, буквально. Только сахарной пудра. Да. О, слушай, немного. Хватит, хватит. Или она впитается сейчас. Потому Растает, что, он же сладкий. тесто-то жирное, там масло есть. Да. Понимаете? И поры есть. И сейчас хочешь не хочешь, оттуда и пар поднимается тоже. Растает он здесь еще. И останется. Да? Сколько надо ждать, чтобы он растаял? Не надо ждать, в желудке растает. Так же он вкуснее. Ну тогда давайте скажем нашим зрителям, нашим читателям, как полагается. Ашlarınız tәмле булсын. Ну, ничек, бабай? Ну, сейчас попробую. Тәмле булды микән? Сейчас попробую. Аба. Биттамли. Рахмат. Чай бар mı? Бар. Әйдә şey yapın. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма базбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор. И будем вам очень, очень рады.